Добрый день! Сегодня поговорим о создании плана квартиры или дома. Не о одной конкретной комнате, а о объекте, в котором есть несколько комнат, кухня, туалет, ванная, гардеробная, возможно, балкон. Как это все объединить в одном чертеже? Расставим размеры, разместим мебель, сделаем разрез. Другими словами говоря, сначала будем создавать обмерочные чертежи, а потом технический проект. Желаю успехов в этой работе. Начать план квартиры мы можем с белого листа, или же, если у нас есть какая-то основа, например, сохранился план инвентаризации, то мы можем использовать его. Например, в этом случае мы видим, как мог бы выглядеть совсем простой план. Тут мы видим лестничную клетку, вот вход в квартиру, и вот тут весь план. Начиная от гардероба, слева мы видим туалет и ванную, кухню, в центре гостиную, тут спальня и вот тут детская комната с выходом на балкон и перила. Если у нас есть такой план, то мы можем идти по квартире и замерять все необходимые размеры. Но в случае, если у нас такого плана нет, мы можем его создать сами. Сейчас посмотрим, как мы это делаем, если у нас есть только белый лист бумаги. Подумаем, какой самый простой способ, чтобы сделать чертеж квартиры. Так как это не одна комната, мы не можем рисовать, начиная с одной комнаты. Потому что если мы тут нарисуем одну большую комнату, нам не хватит места для других, и у нас будет неправильный масштаб. Поэтому сразу стараемся хотя бы на глаз прикинуть всю квартиру. Вот тут у меня находится одна наружная стена, вдоль которой находятся 3 помещения. Кухня будет вот тут примерно. Гостиная примерно тут, и спальня будет меньше, она будет вот тут. Примерно вот в этом месте. Гостиная квадратная, кухня немножко вытянутая, спальня немножко меньше, тут будет детская, тут будет вход, и тут будет ванная и туалет. Когда у нас есть вот такая визия, то мы можем начинать создание наброска. Это наружная стена. Проводим линию. От наружной стены вовнутрь у нас идут стеночки. Они, конечно, намного тоньше. Сама наружная стена может быть толстая. Она может быть 42-51 см. Примерно такие размеры. Вторая стена комнаты будет примерно где-то вот тут. И, конечно, есть у нас и вот эта стена. В этой комнате большое окно, и я его показываю примерно вот тут. Потому что я вот вижу, что тут больше расстояние до стены, чем в этом месте, поэтому я на глаз рисую вот примерно так. И вот так я показываю само окно на плане. Дальше я вижу дверь в спальню. Она тоже не прижата к стене, но на каком-то расстоянии находится от нее. Поэтому я показываю вот так. И показываю сразу открывание, в какую сторону они открываются. Сейчас спальня. Вот это самая дальняя стена. Тут будет толстая стена, потому что с другой стороны балкон, значит, это наружная стена. Она закончится примерно где-то вот тут. Конечно, у нее есть толщина. И в этой стене мы видим окно. Вот примерно показываю так, как его вижу. Примерно вот тут. Дальше выходим из гостиной. Тут находится дверь. Опять не в углу, а примерно где-то вот тут. И открываются они вовнутрь комнаты. Следующее. Ширина гардероба не слишком большая, она могла бы закончиться где-то вот тут. Прямо напротив дверей комнаты у нас наружная дверь.
Так могла бы выглядеть эта несущая стена. И вот тут находятся двери. Они немножко шире, чем межкомнатные двери. И тут мы видим две двери. Одна открывается вовнутрь, другая наружу. Вот тут лестничная клетка. То, что уже не относится к квартире. Когда мы заходим в квартиру, справа мы видим стену, в которой находится дверь в детскую. Вот тут я показываю дверь и открытие вовнутрь комнаты. Сейчас, когда я захожу в детскую, эта стена продолжается до балкона, где встречается с этой стеной. Примерно вот так. Тут получается такой угол, и балконная стена идет вот до этой стены. То есть это одна стена на всю квартиру. И эта стена выходит на балкон. Это балкон или лоджия. С двух сторон стена и вот тут перила, которые соединяют обе стены. Дальше кухня. Вот тут я провожу линию стены. Одна стена и для кухни, и для ванной, и туалета. И примерно вот тут будет туалет и ванная. Тоже показываю две стены. Между ними еще одна стена. И вот тут вход в одно помещение и в другое помещение. И открывание наружу. Также я показываю дверь в кухню. Это продолжение этой стены. И они открываются наружу. И иногда бьются с дверьми в ванную. Это такая неполноценность в проекте. Вот в этом месте я сделал ошибку. Нарисовал туалет в стене. Но это ничего, потому что это у нас набросок. Поэтому тут мы стирать можем сколько хотим. Главное, это быстро делаем. Также указываем окно в этом месте. Оно практически прижато к стене, но имеет все-таки некоторое расстояние от нее. Никакую мебель мы не показываем. Это нам пока не надо. И сейчас отметим те размеры, которые мы должны снять. Как нам определить, какие размеры надо и какие не надо? Не надо начинать мерить с какой-то одной точки и идти по периметру всех комнат. Если мы так начнем делать, то у нас появятся ошибки. Потому что обычно стены не идеальные. Если мы будем мерить тут будет, например, 4 метра, а тут 3 метра 96 сантиметров, то мы не будем знать, куда деть вот эти 4 сантиметра. Поэтому мы мерим вдоль наружной стены. Как мы это делаем? Проводим одну длинную линию по всем комнатам и по всем стенам. И указываем вот эти размеры от стены до окна, оконный проем, расстояние до стены, толщину стены. Только, конечно, в этом случае мы не сможем замерить эту толщину, потому что мы не будем сверлить дырку в ней. Дальше расстояние до окна, ширину окна, расстояние до стены. И тут мы довольно легко можем определить толщину стены. Если откроем дверь и померим вот эту ширину, то мы узнаем этот размер. Опять размер до окна, ширина окна, расстояние до стены и толщина стены. Как мы тут можем найти толщину стены? Кстати, я тут не показал выход на балкон. Тут у нас большое окно и дверь. Открывание двери наружу. Вот эту толщину мы можем замерить в этом месте. То есть открываем дверь балкона и меряем расстояние от этой точки до этой. И ширина балкона. Ну и также ширина перил.
Одну стену мы уже померили. Дальше открываем одно из этих окон и замеряем толщину наружной стены. Открывая окно, мы замерим вот это расстояние. Дальше замерим глубину комнаты. Вот эту стеночку, то есть тоже в дверном проеме. Замеряем ширину гардеробной и толщину вот этой стены, замеряя в дверном проеме от этой точки до этой. Готово. Сейчас померим глубину кухни. Расстояние от этой стены до двери. Ширину двери и этого промежутка до двери. Следующее. Зайдем в эти помещения и замерим их ширину. А также длину. Можно в одном помещении, можно в обоих. И толщину вот этой стеночки. А также ширину вот этого прохода. Насчет дверей. Замерим вот эти расстояния. От стены до двери, ширина двери, расстояние между дверей, ширина двери и расстояние до двери кухни. И также толщину вот этой стены. Также заходим в эти помещения и померим расстояние от двери до вот этой стеночки. А также тут от двери до этой стеночки. Это расстояние нам не надо. Оно у нас уже вот тут показано. Это тоже не надо. Это мы посчитаем вместе эти размеры и будем знать вот это расстояние. Конечно, будут такие размеры, которые мы забудем. Эти размеры мы замерим потом. Это нормально. Продолжаем. Расстояние от двери до туалета. Ширина наружной двери и расстояние до этой стены. Сейчас замерим вот такие размеры. Ширину детской, толщину этой стены и ширину детской в этом месте. Также расстояние от стены до угла и расстояние от двери до угла. Ну и классически расстояние от стены до двери, ширина двери и расстояние до стены. Если тут у нас какой-то шкаф, просовываем рулетку или линейку между стеной и шкафом и замеряем вот это расстояние. Конечно, у нас всюду находится какая-то мебель. Тут кухонный гарнитур. Как-нибудь находим способ померить расстояние до стены. Конечно, и в этом случае мы замеряем расстояние от стены и до двери, чтобы знать, где находится дверь. Кстати, вот тут показываем вот эти размеры. Расстояние до двери и ширину двери. Также спальня. Расстояние до двери, ширина двери и вот это расстояние. В детской расстояние до двери на балкон, ширина двери, ширина окна и расстояние до стены. И тут мы можем взять один большой размер от одной несущей стены до другой.
И обязательно замерим высоту всех комнат. Высоту тут, тут. Также высоту на балконе, высоту в кухне, и в ванной, и в туалете. Нам может казаться, что все потолки у нас одинаковые, на одной высоте. Но реально они будут разные. В одном месте они будут подшиты, в другом месте они, возможно, выравнивались. В них могут быть светильники, из-за чего они могут быть опущены и так далее. Если где-то у нас есть ступенька, например, заходя в комнату или выходя на балкон, нам надо подниматься или опускаться, то мы показываем в этом месте линию. Например, уровень пола на балконе у меня ниже, чем уровень пола в квартире. Хотя бы в одном месте указываем вот эти расстояния. От стены до окна, деревянного, пластмассового, какое оно у вас, ширину оконного профиля и глубину подоконника. Также, чтобы высчитать толщину вот этой стены, что мы можем делать? Зная ширину комнаты и отняв от него вот это расстояние, мы получим толщину этой стены. Напоминаю, что всегда будут такие размеры, которые мы забудем, которые нам придется уточнять еще раз. Поэтому замеряем, начинаем чертить и в случае необходимости указываем в наброске те места, которые нам надо будет замерить потом. И сейчас мы можем начинать замеры, используя вот такие инструменты. И потом начнем все это переносить в AutoCAD в следующем видео.